Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Добро пожаловать на новый выпуск рубрики «Кратко». Это рубрика, в которой я обсуждаю какие-то новые интересные альбомы в рамках 5 минут, чтобы все было кратко, понятно, логично, оценочку поставить и вам что-то интересное порекомендовать, на что вы, скорее всего, вряд ли потратили бы 20-30 минут на какой-нибудь полноценный большой обзор. Сегодня у нас на повестке дня Джесси Уэйр и ее новый альбом That, восклицательный знак, Feels Good. Но перед тем, как мы начнем, парочку объявлений, которые я все время забываю делать на канале, хотя это важно, бла-бла-бла. Короче, первое, что я хотел сказать, это то, что я часто говорю о том, что мой телеграм-канал Шоубиз, ссылка в описании, он есть, там новости, много всего, а также я там пишу рецензии очень часто на песни или на какие-то альбомы, на которые я не хочу, не готов снимать ролики. Теперь я сделал отдельный канал, где я просто собираю все рецензии, то есть это все в одном месте, удобно. Так что, если вам интересно почитать мои рецензии на большее количество альбомов, например, там уже появились рецензии на два новых сингла Кеши, на тот же альбом Мелани Мартинес, то ссылку оставляю тоже в описании, там будут только мои письменные рецензии, ничего больше, ничего лишнего. Также у меня на канале появилась функция спонсорства, ссылка тоже в описании. Если вы вдруг хотите поддержать мой канал, мой телеграм-канал, то это можно сделать, став спонсором. Там разные уровни называются в честь разных певиц. Можете выбрать себе, как нравится. Мне, конечно, будет очень-очень приятно, так что почекайте, почитайте, сами там решайте, что вы будете, хотите, желаете дальше делать. Ну а мы переходим к основной части ролика. 5 минут на часах, в которые мне нужно уложиться. Поехали. Итак, Джесси Уэйр после нескольких лет ожидания представляет нам новый альбом под названием That Feels Good. И в целом она продолжает звучание своей прошлой пластинки What's Your Pleasure. В целом работа, которая, наверное, как-то ее культивировала, что ли, на такой инди-поп-сцене, потому что все-таки она такая певица, скажем, нишевого жанра, и артистка, собственно, тоже, но этот альбом сделал ее заметной как в глазах критиков, так и в глазах многих поп-слушателей, которые любят заглядывать дальше десятки чарта Билборд, условно говоря. И, конечно, для ее карьеры это был монументальный альбом потрясающего качества, на многие интересные уровни он ее поднял. В прошлом году она на огромных аренах вообще открывала Гарри Стайлза тур. И вот теперь уже в качестве такой состоявшейся певицы, которые точно будут слушатели, она нам представляет новую пластинку, и она решает остаться в жанре альбома What's Your Pleasure и выдает нам диско-поп. Шаг в целом ожидаемый, но реализовала она его вкусно, красиво и приятно, если можно так выразиться об альбоме. That Feels Good показывает себя как более легкая, наверное, что ли массовая версия альбома What's Your Pleasure. Это такой терпкий, очень выверенный дискач, то есть это танцевальная, приятная, легкая музыка, под которой хочется двигаться и просто, вот знаете, чувствовать себя какой-то вот кошечкой на танцполе. Ну вот какие-то такие эмоции вызывает этот альбом. При этом он также ожидаемо выдает тебе очень красивый, очень стильный, очень лайтовый инструментал, довольно умные тексты, возможно, не такие, как на прошлом альбоме, но опять же, во всем можно покопаться, поискать какой-то смысл, потому что, опять же, все-таки жанр такой вот более нишевой певицы, он обязывает, нужно всегда быть чуть более глубокой, чем твоя более попсовая конкуренция. И в целом Джесси Уэйр с этим потрясающе справляется. Альбом короткий, 10 песен, 40 минут. Не получается у тебя им перенасытиться, и в целом это хорошо. Я считаю, что лучше всегда остаться чуть-чуть голодным, чем переесть. И по существу мы получили очень такую воздушную, легкую, приятную пластинку, под которую хочется потанцевать, которая кажется очень такой приятной и обволакивающей, что ли. И вот как будто дает тебе понять, что вот те года, которые мы жили в пандемии, они в целом закончились, и несмотря на то, что сейчас в мире продолжает происходить полная жесть, мы вроде как возвращаемся к жизни, пытаемся как-то приспосабливаться, двигаться дальше, слушать веселую музыку, и она вот как будто предлагает что-то из этого разряда. При этом лично мне в этом альбоме как будто не хватило какой-то более глубокой мысли или попытки
все-таки во что-то совсем нишевое. Я в целом понимаю, что с этим альбомом она все-таки хотела быть попроще, но вот знаете, в сравнении с альбомом What's Your Pleasure мне действительно какой-то вот хотелось глубины или какого-то трека, в котором вот кажется вот прям хочется ахнуть, и вот как она до такого додумалась. На этом альбоме такого момента нет, он цельный в целом, хороший, очень крепко сбитый, хотя, опять же, у меня местами возникали вопросы к расположению треков. Пару раз я даже проверял, не включился ли у меня случайно шаффл на Spotify. Нет, оказывается, не включился. То есть, по сути, такая более мягкая подача альбома, она все-таки убрала немножко факт какой-то интеллектуальной музыки, я бы так сказал. И я не могу сказать, что в отличие от What's Your Pleasure, этот альбом слушается целиком без каких-то ну, небольших, но все-таки провалов. Мне в целом показалось, что первый трек, открывающий That Feels Good, немножко оказался перетянутый, слишком простоват. То есть, если бы он длился как интро минуты две, наверное, мне бы больше понравилось. И трек номер 9 Lightning мне тоже показался как будто лишним и не с этого альбома, что ли, потому что он сделан как-то более дешево. Вот такое у меня ощущение возникло. Но в остальном все остальные треки мне показались великолепными. Из, наверное, лучших, я бы сказал, это Begin Again, на который у меня тоже, кстати, в моем телеграм-канале, ссылочка внизу есть, обзор письменный. Трек This Lips финально просто потрясающий, великолепный, наверное, один из самых лучших на этом альбоме. Трек Pearls, Free Yourself, которую мне довелось еще в прошлом году послушать вживую, такая минутка хвастовства, что в прошлом году просто неожиданно Джесси Уэйр приехала ко мне в город, и она выступала на крыше торгового центра. Я, естественно, там был в первом ряду, все послушал, все посмотрел, все понравилось. Если подводить какой-то итог этого альбома, то я считаю, что у Джесси Уэйр получилась очень приятная, крепкая, хорошая танцевальная поп-пластинка с какими-то нотками, наверное, даже Кайли Миноуг, я бы сказал. И, наверное, это тот альбом, который я бы все-таки разбирал потреково, то есть брал себе какие-то отдельные песни в плейлист, чем слушал максимально цельно, как ее прошлый альбом What's Your Pleasure. И беря все это во внимание, я хочу поставить альбому That Feels Good от Джесси Уэйр оценку 8.0 из 10. Всем советую послушать. Альбом отличный. Ну и, конечно же, пришло время просить ваши лайки и комментарии. Обязательно напишите в комментариях, как вам альбом Джесси Уэйр, что понравилось, что не понравилось, что вообще думаете. Давайте обсуждать, общаться и перекидываться мнениями. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.